История о том, как мужчина спасает старого льва, изгнанного из своего прайда. Но то, что происходит дальше, удивит вас. В кенийском заповеднике Амбасели, где горизонт сливается с саванной, одинокий лев брел по выжженной солнцем земле. Когда-то он был грозным вожаком, королем этой территории, чей рык заставлял трепетать даже буйволов. Но время не пощадило его. Его грива поредела и потускнела, взгляд стал болезненным, а из пасти торчали лишь редкие зубы. Ребра проступали сквозь обвисшую кожу, на боках виднелись шрамы от старых ран. Лев с трудом передвигался, его движения были медленными и тяжелыми. Молодые самцы изгнали его из прайда, и он скитался один, борясь за выживание. Туристы, проезжавшие мимо на джипе, заметили одинокого льва и сделали несколько фотографий. Эти снимки попали к сотрудникам заповедника. Джон, опытный рейнджер, и Люси, ветеринар, были тронуты увиденным. «Он не должен умирать вот так», — сказала Люси, глядя на фото. «Это наш старый питомец», — кивнул Джон. «Я помню его. Он был настоящей легендой». Джон был человеком, посвятившим свою жизнь дикой природе. Родом из Найроби, он вырос среди рассказов старшего поколения о львах, леопардах и бескрайних просторах. Его отец, тоже рейнджер, погиб, защищая слонов от браконьеров. С тех пор Джон чувствовал особую ответственность за каждого обитателя саванны. Вместе они решили помочь старому льву, приготовили пистолет с транквилизатором, ящик с медикаментами, канистры с водой и охладитель с мясом. В бескрайних просторах Амбасели отыскать единственного льва оказалось крайне сложной задачей. Палящее солнце не давало пощады, а изнуряющая жара и пыль превращали поиски в настоящее испытание. Люси была за рулем, а Джон время от времени покидал машину, внимательно изучая следы на песке. Он умел безошибочно определять давность следа и оценивать состояние животного. Их поиски длились почти целые сутки. И вот, наконец, на опушке редкой рощицы они увидели силуэт. Лев неподвижно лежал, опустив голову, и лишь легкая дрожь выдавала его присутствие. Он даже не поднял глаз, когда машина остановилась. Джон поднял ружье, но Люси остановила его, подняв руку. «Постой», — прошептала она. «Посмотри на него, ему тяжело дышать». Они решили приблизиться к льву медленно, стараясь не спугнуть его. Люси несла в руках кусок мяса, от которого исходил сильный аромат. Джон шел следом, готовый защитить ее. Лев, уловив запах, едва приоткрыл веки и издал тихий фыркающий звук, слабо пошевелившись. Однако, когда Люси аккуратно положила мясо неподалеку, он вытянул шею, пытаясь схватить его. Силы были на исходе, но инстинкт подсказывал, нужно есть. Пока лев сосредоточенно ел, с трудом пережевывая мясо из-за стертых зубов, Алекс провел подкожную инъекцию поддерживающего препарата, стараясь сделать это максимально незаметно для животного. Реакция в виде легкого вздрагивания мышц и тихого, скорее от удивления, рычания была минимальной. Важнее всего было то, что животное не прекратило есть, лишь немного отстранившись. Это свидетельствовало о том, что доверие животного преобладало над страхом. Алекс внимательно наблюдал за ним, стараясь не делать резких движений. Между ними возникла особая связь, нечто большее, чем просто взаимодействие человека и хищника. Это был проблеск надежды, когда жизнь, казалось, еще боролась за существование. Насытившись, лев медленно поднял голову и взглянул на людей. Его глаза были тусклыми, но в них сквозило что-то большее, чем просто усталость, словно в глубине его души еще теплел слабый огонек жизни. Ни страх, ни гнев, лишь смирение. Он смотрел на Алекса, словно пытаясь понять его, понять, кто он и почему находится так близко. Люси осторожно присела рядом и подала ему плоскую миску с прохладной водой. Лев не сразу потянулся к ней, как будто сомневался,
но затем с жадностью начал пить, разливая воду на свои лапы и оставляя темные следы на высохшей земле. В каждом глотке ощущалась борьба. Это было не только утоление жажды, но и отчаянное стремление продлить жизнь. Пришло время для перемещения. Они поставили клетку в нескольких метрах и попытались заманить льва внутрь. Джон держал кусок мяса, медленно подводя его к клетке. Лев поднялся, шатаясь. Каждый шаг был для него мучением, но он двигался вперед. У самой клетки он остановился и посмотрел на Алекса. Тот кивнул, как бы говоря: «Все в порядке, заходи». Лев вошел. Алекс быстро закрыл дверь и проверил замки. Они с облегчением выдохнули. Лев лег, положив голову на лапы, с выражением спокойствия. Он больше не сопротивлялся. Клетку, в которой находилось животное, аккуратно подняли и поместили в грузовой отсек. Несмотря на то, что дорога оказалась весьма неровной, Люси вела автомобиль с предельной осторожностью, замедляя ход и избегая резких толчков. Для защиты от солнечных лучей сверху на клетку натянули специальную сетку. Жители лагеря, увидев прибывший груз, не смогли сдержать изумленных возгласов. Местные дети, испугавшись, прижались к своим родителям. Перед ними был тот самый лев, чьи истории передавались из уст в уста. В центре восстановления животных для него был подготовлен отдельный изолированный вольер, пол которого был устлан мягкой соломой. Ветеринары немедленно приступили к оказанию помощи, провели полный осмотр, тщательно промыли раны, наложили перевязки и ввели необходимые антибиотики. Восстановление зубов оказалось невозможным, поэтому в дальнейшем его рацион должен был состоять исключительно из мягкой пищи. Таким образом, начался его путь к выздоровлению. Ежедневно проводились процедуры по обработке ран, а каждое утро его кормили специальным фаршем. Джон регулярно навещал старого льва, проводя время рядом с ним. Порой они просто молчали, а иногда Джон делился историями о мире за пределами клетки. Постепенно лев начал испытывать привязанность к Джону и Люси. Его прежняя настороженность сменилась более мягким приветствием, тихим урчанием, в котором угадывалась усталость, но и зарождающееся доверие. Завидев знакомые фигуры, он мог подняться и медленно подойти к ограде, прижимаясь мордой к прутьям, словно ища утешения и внимания. Особенно он радовался появлению Джона, чье присутствие приносило ему спокойствие. В редкие моменты лев позволял себя погладить, и тогда Джон осторожно касался его плеча или шеи, ощущая под шерстью напряжение старых, но мощных мышц. Это доверие не возникло спонтанно, а было результатом долгих дней тишины, заботы и терпения. Теперь его прежняя жизнь на воле осталась в прошлом. Он больше не нуждался в борьбе. Теперь рядом были те, кто его поддерживал. Последние дни он провел в атмосфере покоя и заботы. И в этих стенах Амбасели старый король саванны завершал свое великое путешествие с достоинством. Потому что даже в самой суровой, дикой природе есть место состраданию. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!